Поиск животного, попавшего в беду, может по-настоящему изменить вашу жизнь. Эта женщина нашла умирающего пса у дороги, а несколько месяцев спустя он совершил поступок, который ее совершенно потряс. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть эту невероятную историю. Это была чистая удача, что Рэнди проработал всего полдня, иначе все могло бы сложиться совсем по-другому. День был чудесный, и вместо того, чтобы сесть в автобус, она решила вернуться домой пешком. Но ее прогулка приняла такой оборот, которого она никак не ожидала. Лежа на обочине дороги, Рэнди заметила большой пушистый комок. Она любила животных, поэтому, конечно, не могла не обратить на него внимания. Подойдя поближе, она поняла, что это была большая собака, и она сильно пострадала. Его тело было покрыто ранами. Одна из его передних лап была вывернута совершенно не в ту сторону, и кость торчала прямо наружу. Некоторые порезы были настолько глубокими, что стали видны внутренности. На секунду она даже усомнилась, жив ли он еще. Но затем он издал тихий стон и медленно открыл свои большие карие глаза. Ему было очень больно, но он держался. Пес был слишком большим, чтобы Рэнди могла самостоятельно поднять его и отвезти к ветеринару. Ей срочно понадобилась помощь. Она позвонила своей подруге, которая жила неподалеку и у которой была машина. Пока она ждала, Рэнди осторожно сняла с нее свитер и использовала его, чтобы согреть собаку и замедлить кровотечение. Она знала, что он легко может укусить ее, если испугается. Он устал, но что-то в его грустных, усталых глазах подсказало ей, что он этого не сделает. Ему просто нужно было, чтобы кто-то был рядом. Если бы его оставили там, у дороги, он бы долго не продержался. Крис, ее друг, появился быстро. Он принес одеяло, чтобы завернуть пса, и большую коробку, чтобы было безопасно нести его. Вместе они подняли пса так осторожно, как только могли, и поехали прямиком к ветеринару. Как только они вошли, медсестра, едва взглянув на них, побежала за врачом. Они отвезли собаку в смотровую, чтобы посмотреть, что можно сделать. Рэнди и Крис сидели в приемной, почти не разговаривая. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем ветеринар наконец вышел. Новости были не из приятных. Они могли сказать, что пес был смешанной породы, ему было всего несколько месяцев от роду. У него не было микрочипа. Если он и принадлежал кому-то, они пока не смогли его найти. Рэнди предстояло принять трудное решение. Травмы были серьезными. Спасти его было бы невероятно дорого, и даже в этом случае никто не обещал, что он переживет операцию. Было тяжело это слышать, но ветеринар мягко посоветовал Рэнди подумать о том, чтобы отпустить его. Она тихо спросила, может ли она сначала повидаться с ним, прежде чем принимать решение. Он все еще был очень слаб, но после приема обезболивающего перестал так сильно стонать. Затем произошло нечто, что прояснило решение Рэнди. Когда она подошла ближе, пес слегка завилял хвостом. Он понял, что это она помогла ему. Она нежно погладила его по голове, а когда ее рука приблизилась, он нежно и медленно лизнул ее. Казалось, он пытается успокоить ее. Этого было достаточно. У Рэнди не было много лишних денег. Она только что начала работать после окончания школы и откладывала деньги на покупку своей первой машины. Но в тот момент она решила, что лучше потратит свои сбережения на то, чтобы спасти его жизнь. Перед первой операцией ветеринар спросил, есть ли у него имя. Рэнди на секунду задумалась и решила назвать его Аяксом. Ему предстояло стать настоящим бойцом, чтобы пройти через все испытания, и она хотела, чтобы он знал, что кто-то верит в его способности. Сначала ветеринарам нужно было стабилизировать его состояние и позаботиться о самых серьезных травмах. Они вправили ему сломанную ногу, надеясь, что она заживет, но знали, что позже, скорее всего, потребуется дополнительная операция. В данный момент нога была не самой насущной проблемой. Сначала нужно было позаботиться о его глубоких ранах.
Им пришлось зашивать слой за слоем разорванную кожу. На это ушли часы, но в конце концов у Аякса не осталось открытых ран. Они также дали ему много жидкости и лекарств, чтобы помочь ему восстановиться после потери крови. Следующие несколько часов были критическими. Если Аякс переживет эту ночь, у него будет реальный шанс выжить. То, что он оставил его у ветеринара в ту ночь, разбило сердце Рэнди. Она не хотела, чтобы он думал, будто она разочаровалась в нем, но он крепко спал и получал наилучший уход. Она просто молилась, чтобы не возникло новых проблем. Его пребывание в больнице и первая операция уже отняли у нее значительную часть сбережений. Она беспокоилась о том, что случится, если деньги кончатся. Но Крис не собирался оставлять ее одну. Он начал публиковать посты на разных страницах в социальных сетях, рассказывая людям о большом сердце Рэнди и о тяжело раненной собаке, которую она пыталась спасти. Жизнь. Он все объяснил и рассказал о том, как люди могут пожертвовать на помощь Аяксу. Его посты быстро распространились. Они стали вирусными, и вскоре люди со всего мира начали присылать все, что могли, зная, что молодая женщина готова пожертвовать свои сбережения, чтобы помочь собаке смешанной породы, которая тронула так много сердец. Часто люди не обращают особого внимания на собак смешанных пород, но только не Рэнди. Она просто увидела жизнь, которая нуждалась в ней, и чем больше времени она проводила с Аяксом, тем больше влюблялась в его милое, храброе сердце. Это вдохновляло и других. Они хотели помочь ему, потому что понимали, как много он для нее значит, и оказалось, что их помощь понадобится. Уход за ним должен был стать еще более сложным и дорогостоящим. Аякс пережил первую ночь, и когда Рэнди навестила его, она чуть не расплакалась, когда он открыл глаза и посмотрел прямо на нее. Каждый раз, когда он видел ее, его хвост ударялся о кровать, это придавало ей больше сил продолжать бороться за него. Ветеринары предупредили ее, что его поврежденная нога, вероятно, вызовет проблемы, но каким-то образом она начала заживать лучше, чем ожидалось. Через несколько дней он даже немного прибавил в весе. Он начал совершать короткие прогулки, и каждый раз, когда Рэнди приходил навестить его, он подпрыгивал от волнения. Дела шли на поправку, но в один прекрасный день все пошло наперекосяк. Волдырь на его ноге никак не заживал. Инфекция быстро распространилась, и у него поднялась температура. С каждым днем он становился сильнее, и, наконец, стало казаться, что все в порядке. Но затем ни с того ни с сего все изменилось. Однажды утром, когда ветеринар пришел проведать его, Аякс не мог стоять на ногах. Его живот был раздут, и он скулил от боли, когда к нему прикасались. Было ясно, что что-то не так. Рэнди сразу же позвонили из клиники, и она примчалась так быстро, как только смогла. К тому времени, как она добралась туда, ветеринар уже все понял. Живот Аякса был полон крови. Крошечный надрыв на месте его первоначальной травмы усугубился, и теперь он был в реальной опасности. Им пришлось немедленно оперировать. Рэнди был очень благодарен всем, кто пожертвовал деньги, чтобы помочь. Без их доброты она не смогла бы позволить себе вторую срочную операцию. Аякс снова лег под нож, и ветеринар обнаружил крошечное кровоточащее пятнышко. Оно было таким маленьким, что трудно было поверить, что это чуть не стоило ему жизни. На этот раз Аякс выздоровел без каких-либо новых проблем. Рэнди не терпелось забрать его домой. Она уже подготовила для него уютную собачью лежанку, блестящие миски и кучу игрушек. Она даже заказала машину, чтобы отвезти своего храброго мальчика домой. Рэнди была не из тех, кто обращается за помощью к своей семье, но один из ее дядей случайно увидел их историю в интернете и был по-настоящему тронут. Он всегда обожал свою племянницу и хотел что-нибудь для нее сделать. Ни у кого в ее семье не было много денег, но у него была старая машина, которой почти не пользовались. Он решил подарить ее ей.
Это была не та машина, о покупке которой она мечтала, но она была невероятно благодарна. Наличие собственной машины означало свободу, и одной из первых вещей, которые она планировала сделать, было приехать и забрать на ней свою собаку. Но потом все изменилось. За день до того, как Аякс должен был вернуться домой, к Рэнди обратилась семейная пара. Они сказали, что прочитали ее пост и поверили, что Аякс на самом деле их собака. Рэнди был раздавлен. К этому времени она по уши влюбилась в него. Расставание с ним разбило бы ей сердце, но она продолжала напоминать себе, что если это действительно его семья, то она должна поступить так, как будет лучше для него. Они договорились встретиться в кабинете ветеринара. Когда Аякса привезли, он не колебался ни секунды. Он побежал прямо к Рэнди. Он едва взглянул на эту пару. Люди. Они сказали, что это из-за того, что Аякс разозлился на них за то, что они ушли, пока он болел. В этом был какой-то смысл. Они надели на него шлейку и собрались уходить. Но потом они спросили что-то странное. Мог ли Рэнди передать им что-нибудь из пожертвованных денег? Они сказали, что хотели бы, чтобы это помогло покрыть расходы на лечение, будущие медицинские потребности Аякса. Это вызвало тревогу. Но Рэнди старался быть честным. Она объяснила, что большая часть денег уже пошла на оплату операций и пребывания Аякса в больнице. Ветеринар и его команда внимательно слушали и были готовы вмешаться в случае необходимости. Прежде чем передать Аякса, Рэнди попросила супругов показать ей больше его фотографий. У нее уже были десятки фотографий Аякса, хотя официально он еще не вернулся к ней домой. Но у пары была только одна фотография щенка, которую они прислали раньше. И теперь им больше нечего было показать. У них не было никаких доказательств того, что Аякс принадлежит им, и было ясно, что он не считает их своей семьей. Рэнди ни за что не собирался отдавать его. Когда она отказалась отдать им собаку или какие-либо деньги, они начали проявлять агрессию. Но Рэнди сохранял спокойствие и сказал им, что они могут позвонить в полицию, если сочтут, что у них есть дело. Услышав это, пара быстро отступила. Они просто прокричали через плечо, что все равно бросили бы собаку, а затем убежали. Это было ужасно, и он подошел слишком близко. Через несколько месяцев после того, как Аякса привезли домой, он полностью выздоровел и вел себя как счастливый, игривый щенок, каким он и должен был быть. Это было приятно видеть. Однажды днем после ужасного рабочего дня Рэнди пришел домой к Аяксу, виляя хвостом и готовясь к их обычной прогулке. Свежий воздух помог ей прийти в себя. Но когда они вернулись, она проверила свой телефон и увидела кучу пропущенных звонков и сообщений. Некоторые были от ее мамы. Она пыталась дозвониться снова и снова. Ее дедушку, с которым Рэнди был очень близок, срочно отправили в больницу для престарелых. Они думали, что у него случился инсульт. Новость поразила ее, как удар грузовика. После того ужасного дня, который у нее уже был, нервы у нее просто не выдержали. Ее сердце бешено колотилось, грудь сдавила, и она не могла отдышаться. У нее закружилась голова, и ей пришлось сесть прямо на кухонный пол. Это был настоящий приступ паники, первый с тех пор, как в ее жизни появился Аякс. И тут Аякс сделал нечто, что совершенно ошеломило ее. Казалось, он точно знал, что делать. Без колебаний он схватил бутылку воды, стоявшую на столе, и поднес ее к ней. Потом он пошел в ее спальню, сам взял одну из ее подушек и тоже принес ей. Она легла на подушку и попыталась глубоко дышать, ее руки дрожали. Аякс лег рядом с ней и осторожно положил голову ей на грудь. Она прислушивалась к ровному звуку его дыхания, и мало-помалу ее собственное дыхание замедлилось. Он словно показывал ей, как снова дышать, просто находясь рядом. Никто не обучал Аякса ничему из этого. Он просто каким-то образом знал, как помочь своему любимому человеку.
Рэнди была так благодарна ему. Благодаря Аяксу она достаточно успокоилась, чтобы позвонить маме. Состояние ее дедушки было стабильным, но он попросил о встрече с ней. Рэнди никогда не была так благодарна за то, что у нее есть собственная машина. Она решила взять с собой Аякса, так как ее дедушке нравилось слушать о нем. Ей не пришлось никого ждать или просить подвезти ее. Она просто села в машину и поехала прямо в дом престарелых. Они посещали больницы и школы во время тренировочных заездов, и Аякс прошел все тесты как чемпион. Оказалось, что он был прирожденным псом. Вскоре Аякс официально стал лицензированной собакой-терапевтом. Рэнди и Аякс начали посещать больницы, чтобы подбадривать пациентов. Позже они даже ходили в школы, чтобы поговорить с детьми о таких важных темах, как депрессия. Они были отличной командой. Работа дала Рэнди глубокое чувство цели, и это помогло ей справиться с ее собственными трудностями. Аякс действительно изменил ее жизнь. Она часто вспоминала о том простом выборе, который она сделала, остановившись, чтобы посмотреть на пушистый комочек на обочине дороги. Этот момент изменил все. Несколько месяцев назад он умирал в одиночестве. Теперь он был здоров, весел и менял к лучшему множество жизней. И все потому, что одна женщина отказалась от своей мечты, чтобы спасти чью-то жизнь, и потому, что так много добрых людей объединились, чтобы помочь. Дорога была полна поворотов, но Рэнди и Аякс были счастливы от того, куда она их привела. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться ею со своими друзьями. Скоро мы снова увидимся с вами и расскажем еще более невероятные истории.